Осень 2000-х годов изменила судьбу одного актера так, как он даже не мог представить. Когда вся Турция замирала у экранов, смотря смерть Ибрагима Паши, миллионы думали о том, насколько талант Акана Елабыка огромен. Но никто не знал, что после этой вершины начнется путь, полный тишины, пауз, сомнений и внутренних падений. Его называли будущей легендой, новым лицом турецкого кино. Но что же случилось? Почему актер, который однажды держал в руках всю страну, вдруг исчез с главных экранов? Сегодня мы расскажем историю человека, которого разрушила его же собственная слава. Акан Елабык появился на свет 21 декабря 1979 года в Стамбуле. В его доме не было громких фамилий, скандальной славы или актерских династий. Но было другое, тонкое чувство искусства, которое он впитал еще в детстве. Его родители вспоминали, что мальчик избегал шумных компаний. Он мог часами сидеть в углу и наблюдать за людьми, подмечать детали, их жесты, привычки, интонации. Тогда никто еще не понимал, это было его первое актерское обучение. Тихое, внутреннее, настоящее. В юности он открыл для себя театр. Не как побег от реальности, а как место, где он наконец мог говорить своим настоящим голосом. Акан учился в престижном Стамбульском университете, в Государственной консерватории. Там его заметили впервые, преподаватели говорили, что перед ними парень с необычной глубиной. Он не играл, он переживал каждую сцену так, будто живет в ней. Его путь в телевизионной индустрии начался постепенно. Маленькие роли, осторожные шаги, ожидание своего момента. Он никогда не спешил. Но судьба готовила ему одно из самых громких появлений в истории турецких сериалов. И именно это появление изменит всю его жизнь. Предложение сыграть Ибрагима Пашу пришло тогда, когда он уже много лет работал в тени больших имен. Он не ожидал такого масштаба. Но режиссеры видели в нем то, чего не видели другие: глубокий внутренний холод, сочетание рассудительности и скрытой силы, редкое спокойствие человека, который умеет держать внимание, не произнося ни слова. Работа над ролью началась почти сразу. Исторические хроники, дневники, письма, документы. Он изучал все, что касалось визиря, чтобы понять не только историю, но и человека. Он подходил к персонажу как хирург, внимательно, точно, без эмоций, пока не найдет живую точку. Когда «Великолепный век» вышел на экраны, стало ясно, его выбор был правильным. Акан Елабык не просто сыграл Ибрагима Пашу. Он сделал его реальным, живым и опасным. Человеком, который мог одновременно вызывать уважение, страх и искреннюю симпатию. С первых эпизодов стало понятно, этот актер больше не принадлежит только театру и небольшой группе ценителей. Теперь он принадлежал всей стране. И внимание, которое он получил, было не похоже на обычную популярность. Это был почти культ. Но вместе с этим пришло и другое. Ожидание. Требования. Сравнение. Каждый его шаг обсуждали в прессе. Каждую сцену анализировали критики. Каждую эмоцию зрители ставили под микроскоп, словно он обязан был быть идеальным в каждом кадре. И впервые за долгие годы актер услышал внутри то, что обычно приходит только после больших побед – чувство, что цена за этот успех будет высокой. Пока сериал становился огромной частью культуры, он постепенно ощущал – роль, которая сделала его известным, уже готовится стать тем, что начнет его давить. Популярность – это не аплодисменты. Это испытание, которое приходит тихо, но остается надолго. После выхода «Великолепного века» имя Акана Елабыка звучало повсюду. Интервью, обложки журналов,
рейтинги, обсуждения на каждом телевидении. Казалось, что перед ним открылись все двери. Но чем громче была слава, тем сильнее росло давление. Он привык работать в театре, где у актера есть время прожить роль, ощутить ее изнутри, учиться на ошибках. Телевидение такого времени не давало. Каждую неделю новая серия, новые ожидания, новые требования, бесконечные съемочные дни. Там, где зритель видел уверенного визиря, в реальности стоял уставший актер, который спал по 3 часа и пытался сохранить внутри хоть каплю спокойствия. Для многих его роль стала идеалом, но для него самого – тяжелым грузом. Он понимал, как бы он ни играл дальше, зрители будут сравнивать все с Ибрагимом Пашой. И сравнение это будет не в его пользу, потому что персонаж стал легендой, а легенду невозможно превзойти. Начали появляться первые трещины. Он стал избегать публичных мероприятий. Становился все более закрытым, осторожным, даже отстраненным. Партнеры по площадке замечали, что он стал молчаливым и иногда слишком напряженным. Это не была звездная болезнь. Это была усталость человека, который чувствовал, что от него ждут невозможное. К какой бы роли он ни прикоснулся после первых сезонов, к нему возвращался один и тот же вопрос. Сможет ли он еще раз подняться на высоту Ибрагима Паши? И именно этот вопрос постепенно превратился для него в ловушку. Он играл все лучше, глубже, точнее, но публика видела только одно. Это не то же самое. Так начался внутренний спад, который не заметили миллионы зрителей, но который стал для него самой болезненной частью пути. Смерть Ибрагима Паши стала одной из самых громких сцен в истории турецких сериалов. Для зрителей – шок, обсуждение, боль, миллионы реакций. Но для актера – момент, который закрыл целую главу его жизни, оставив за собой больше вопросов, чем ответов. Когда роль закончилась, многие думали, что Акан сразу же получит предложение уровня крупных исторических проектов, больших бюджетов, международных контрактов. Он сам ожидал того же. Но реальность оказалась жестче. Продюсеры хотели его, но только в повторении того же образа. Холодный, властный, сдержанный мужчина из прошлого. Они не видели в нем актера широкого диапазона. Они видели только Ибрагима. Это стало первой болезненной раной. Он мечтал о новых ролях, новых жанрах, новых гранях. Но индустрия воспринимала его как актера одного облика. Параллельно начались и другие трудности. Зритель, который еще вчера восхищался им, неожиданно стал требовательным и даже жестоким. Каждый новый проект сравнивали с «Великолепным веком». Любой шаг вниз воспринимался как провал. Любая тихая роль – как отсутствие таланта. Любая пауза – как исчезновение. К этому добавились разговоры в прессе. Появились заголовки. Куда пропал актер, игравший Ибрагима Пашу? Почему он не может повторить успех? Сломал ли его собственный персонаж? Он пытался держаться спокойно. Интервью давал редко. На светские мероприятия почти не ходил. Чем сильнее люди требовали от него вернуться, тем глубже он уходил в себя. И в тот момент, когда казалось, что карьера должна пойти вверх, началось обратное движение. Не резкое, постепенное. Не громкое, тихое. Но достаточно сильное, чтобы изменить все. От Ибрагима Паши осталась только тень, которую он больше не мог контролировать. И эта тень начала закрывать перед ним двери, которые еще недавно были открыты.
После «Великолепного века» он не исчез в одну ночь. Все происходило медленно, почти незаметно со стороны. Но для него эти годы стали самыми тяжелыми в жизни. Когда съемки закончились, он впервые ощутил то, о чем актеры редко говорят. Тишину, которая приходит после большого успеха. Это тишина не о покое, а о пустоте, которую нужно чем-то заполнить. Но чем больше он искал новый путь, тем сильнее чувствовал, что на него смотрят не как на актера, а как на человека, который однажды сыграл слишком хорошо. Новые проекты появлялись, но ни один не становился важным. Он соглашался на роли, куда приходил не как звезда, а как человек, пытающийся удержаться на поверхности. Каждый сериал становился попыткой доказать, что он способен на большее. И каждый раз публика повторяла одно и то же. Он другой. Это не Ибрагим. Эти слова стали самой болезненной частью его пути. Он начал работать все меньше. Жил спокойно, замкнуто, выбирал проекты осторожно, иногда даже чересчур. Избегал громких интервью. Не показывал личную жизнь. Даже на съемочных площадках стал тише, чем раньше. Его партнеры говорили, что он стал задумчивым, иногда отстраненным, будто живет одновременно в двух мирах – реальном и в том, откуда он так и не смог окончательно уйти, в мире своего персонажа. К этому добавилась еще одна не менее тяжелая вещь – изменения в индустрии. На телевидении пришло новое поколение актеров. Яркие, шумные, скандальные, активно продвигаемые. А он не был человеком, который хлопает дверями, строит отношения со СМИ или работает ради хайпа. Он был театральным актером в мире, который стал требовать постоянного шума. И эта тишина, в которой он жил, постепенно сделала его незаметным для продюсеров. Не потому, что он потерял талант, а потому, что мир вокруг требовал других правил игры. Так начались годы, в которых не было больших побед. Не было больших провалов. Не было громких проектов. Было только постоянное ощущение, что что-то важное осталось позади, а новое так и не смогло появиться. И именно в этот период ему пришлось принять одно из самых сложных решений – понять, кем он хочет быть дальше. Актером, который гонится за утраченной славой. Или человеком, который пытается найти себя заново. В какой-то момент наступает тишина, в которой человек, наконец, слышит самого себя. Для Акана этот момент пришел тогда, когда он понял. Гонка за прежней славой – это путь, который не приводит никуда. Он перестал ждать больших предложений. Перестал смотреть на рейтинги. Перестал сравнивать свою жизнь, да и после «Великолепного века». И впервые за долгие годы позволил себе остановиться. Он вернулся туда, где всегда чувствовал себя настоящим, в театр. Не ради громких оваций, не ради признания, а ради того, чтобы снова дышать. На сцене он ощущал то, чего давно не чувствовал перед камерами. Свободу от ожиданий. Здесь не было зрителей, которые сравнивают его с Ибрагимом. Не было продюсеров, которые пытаются встроить его в готовый образ. Не было давления рейтингов, непрерывных съемок, бесконечного шума. Театр стал для него тем местом, где он мог починить себя после всех внутренних ран. Он начал осторожно брать новые роли, не громкие, не рейтинговые, но глубокие. Иногда это были второстепенные персонажи, иногда яркие, но короткие появления. Каждый раз он относился к ним как к тренировке души, а не как к попытке вернуться на прежний уровень. Его сыгранные в эти годы проекты получали хорошие отзывы критиков.
Люди, разбирающиеся в актерском ремесле, говорили, что он стал еще глубже, еще точнее, еще сильнее внутренно. Но массовая аудитория этого почти не заметила. И он впервые за годы был готов принять это спокойно. Он перестал ломать себя ради чужих ожиданий. Начал строить карьеру без спешки, без страха и без попыток доказать, что он обязан повторить успех десятилетней давности. Это и стало поворотным моментом. Он перестал быть пленником Ибрагима Паши и снова стал самим собой. Сегодня Акан Елабык живет далеко от той громкой славы, которая когда-то подняла его на вершину. Он больше не стремится быть в центре внимания, не гонится за рейтингами и не вмешивается в шум индустрии, где ежедневно меняются кумиры. Он выбрал путь, в котором нет спешки, путь тихого, зрелого актера, который работает не ради славы, а ради смысла. Он по-прежнему снимается, но делает это редко и выборочно. Сам говорит, что не хочет играть в проектах, где актеры превращаются в маркетинговый инструмент. Он берет роли тогда, когда чувствует в них глубину, а не просто телевизионную поверхность. В последние годы он все больше времени уделяет театру и авторским экспериментальным работам. Это не те проекты, которые собирают миллионы зрителей. Но это проекты, где от актера требуется честность, а не популярность. И именно там он выглядит по-настоящему спокойным и уверенным. Внешне он тоже и изменился. Менее глянцевый, более взрослый, больше похожий на человека искусства, чем на телевизионную звезду. На интервью приходит редко, но когда появляется, говорит просто, без позы и без попыток казаться тем, кем его хотят видеть. Он не возвращался на уровень Ибрагима Паши. И, похоже, уже не пытается. Эта роль живет своей жизнью, в памяти миллионов, но он не стремится повторить ее или превзойти. Он давно принял, что такие роли случаются один раз, и не каждая вершина должна повторяться. Сегодня он актер, которого знают, помнят и уважают. Но не тот, кто каждый день на экране. И, возможно, именно это и есть его личная свобода. Быть в тени, но оставаться собой. Играть мало, но играть честно. Не пытаться соответствовать ожиданиям, которые больше не имеют для него значения. Его путь после «Великолепного века» оказался не победным маршем, а долгим, тихим поиском внутреннего равновесия. Но именно этот путь сделал его тем, кем он является сейчас, мужем своего ремесла, а не человеком, живущим ради славы.